есть доктор. Какой доктор? Я не одет. Поручик! Да куда вы? Я не одет. Доброе утро. Доброе. Одевайтесь, я не подглядываю. Прошу прощения за непрошенное вторжение, но времени мало. Ровно в 8 я должен быть в усадьбе у Стаховских. Но сначала я обязан переговорить с вами. Итак, утром я получил телеграмму с просьбой немедленно приехать. Далее следовали слова благодарности, за что, собственно, я даже не понял. Но после обеда мне принесли письмо от дочери Стаховского. Совершенно безумное и восторженное. И только последние строки объяснили мне все. «Когда, — спрашивает она, — когда мы, наконец, поедем к волшебному профессору Вьено? Значит, вы проболтались, и не надо возражений!» Ни с кем, кроме вас, я не разговаривал. Так что если эти безумцы решили, что паралич можно смахнуть, как пыль мокрой тряпкой, это целиком и полностью на вашей совести. Постойте, вы сами говорили, что этот метод... Да, говорил! Но не то и не так! Простите, я здесь не для взаимных обвинений. А в чем вы меня обвиняете? Я только повторил ваши слова, вот и все. Да! Наболтали мы оба. Я вам, вы им. Но простите, я приехал на 2 часа раньше не для того, чтобы читать вам нотации. Мне необходимо объяснить вам всю правду о реальном положении дел. Не больно это говорить, потому что вы не знаете, как я отношусь к девушке, но, собственно, вас это и не касается. Важно, что вы встали между нами и можете натворить массу бед. Я? При чем здесь я? Потому что, сам того не ведая, я это признаю. Вы вмешались в материи, вам непонятные и, собственно говоря, ненужные. Ведь так? Ведь так? Ну уж так произошло. Вчера вечером я получил ответ от профессора Вьено. Окончательный, подробный и исчерпывающий. Его метод совершенно не подходит моей пациентке. Не подходит? Совершенно, абсолютно никак, никаким образом. Я не знаю, какие еще есть слова. Он применяется при лечении туберкулеза спинного мозга. И только? Да, теперь вы понимаете, как жестоко и легкомысленно было подарить ей надежду, чтобы тут же забрать обратно. Послушайте, вы так говорите, как будто видите во мне врага. Да. Я только хотел... Конечно, да, вами двигало сострадание. Но, молодой человек, сострадание в иных случаях гораздо страшнее, чем обычное равнодушие. Нет. Да. Нет. Да. А вы не видели, в каком ужасном состоянии был ее отец? И потом, что плохого, когда у человека появляется надежда? Очень много плохого. Очень много плохого. А взрослый человек должен для начала решить и обдумать, прежде чем вмешаться куда-то, как далеко он может зайти. С чужими чувствами не шутят. А сострадание есть 2 его рода. Одно малодушное, сентиментальное. Это не больше, чем нетерпение сердца, которое тяготится чужим несчастьем. Это не сострадание. Это инстинктивное желание избавить свой покой, оградить себя от страданий ближнего. А вот когда ты готов идти до конца, до самого горького для себя финала, готов принести себя в жертву и уверен, что сделаешь это, вот тогда это действительно сострадание. Не так ли, милосерднейший господин поручик? Не знаю, возможно. И что из этого? Но так об этом и речь. Так что это заблуждение надо вырвать с корнем. К сожалению, Надежда уже целиком поселилась в этом доме. Операция предстоит болезненная. Я бы мог все свалить на вас, но я этого не сделаю. Нет, почему? Я не Я отказываюсь от повторяю, своих... я этого не сделаю, потому что у меня есть свои соображения. Вы мне необходимы как помощник, чтобы подтвердить бессмысленность метода Вьено. Так что готовьтесь, вечер будет тяжелый. Им предстоит пережить шок. Позвольте. Да. Благодарю. Надежду, голубчик, не стряхнешь. Как ртуть в термометре. И что, я должен идти туда? Сегодня? А вы что, уже отказываетесь, мой храбрец? Вы не видели, в каком состоянии она была вчера на пикнике. Мне даже показалось, что она стала лучше передвигаться. Нет, я понимаю, что по-другому нельзя, я вам верю. Но вы же сами говорили о разных состояниях человека, которые может использовать доктор. Об психических силах. Психические силы. Может быть, это сыграет роль. Психические силы. О, психические силы. Как вы ловко все перевернули сейчас с ног на голову. Психические силы. Хотя грешным делом я и сам подумал, что можно как-то было бы
использовать этот подъем. Я готов инсценировать метод. В Швейцарии у меня есть знакомый доктор. И поначалу, возможно, даже какое-то улучшение. Но вы представляете ее реакцию, когда все надежды рухнут? А какая реакция будет сейчас? Да и потом, признайтесь, в глубине души вы сами надеетесь на улучшение. А вы не так просты, как кажетесь. Да, но я врач и всегда должен думать о худшем. Нет, знаете ли, я не возьму на себя такую ответственность, пойти на подобный обман. Скажите, а вы? А вы смогли бы? Возможно, да. Возможно, действительно да. Решился бы. Потому что я понимаю, что таким людям, как она, нужна хоть какая-нибудь надежда, чтобы продержаться. Вы действительно решились бы на такое? Решился бы. А если бы возникла необходимость ей рассказать, что я слишком много наговорил, я бы все ей объяснил. Я уверен, она поймет. Черт возьми. Слишком много на себя берете. Впрочем, в этом есть что-то заразительное. Давайте так. Прежде чем я окончательно решу не сообщать им всю правду сегодня вечером, я должен быть уверен, что я могу на вас положиться. Вы даете мне слово офицера, что не откажетесь от своих обязательств? Слово чести офицера. Ну, хорошо. Хотя я не знаю, хорошо ли это. Ну что ж, давайте подарим ей несколько недель счастья. Вдруг действительно последует улучшение. Но в этом будет только ваша заслуга, не моя. Да. Прошу, доктор Долин. Адрес в любое время дня и ночи. Владимир Михайлович. Спаси вас Бог, господин поручик. Что ты сказал? Барышня вас так ждет, так ждет. Да-да. Вы носите мне цветы, как примадонне. Мы уезжаем в Швейцарию через 10 дней, в Энгаден. Это так чудесно. Я не хочу терять ни минутки. Я уже все высчитала. Если курс продлится 4 месяца, то к Рождеству я уже смогу взбегать на 5-й этаж. Только нужно его построить. Ну или купить другой дом. Я уже сама чувствую, как я всем в тягость со своей болезнью. Но скоро конец. Я так счастлива. Ну что вы стоите? Садитесь, положите свои цветы. И прошу вас, не покупайте мне больше красных. Это постоянное напоминание о моей болезни. Хорошо. Послушайте, я подумала, лучше всего, если вы приедете к нам через месяц. Я, наверное, уже смогу ходить, мы будем гулять вместе, разговаривать. Как вы на это смотрите? Да-да. Что, простите, куда приехать? Как куда? Что за глупый вопрос? Навестить нас? Меня? В Швейцарию? А куда же еще?
Я что-то не замечаю, чтобы вы разделяли мою радость. Или вы рассчитывали на длительный отпуск? Так, господин поручик, надоело разыгрывать из себя доброго самаритянина? Послушайте, Лера, а как вы себе представляете мою жизнь? Неужели вам кажется, что я могу делать все, что захочу? Например, во время маневров отправиться отдыхать в Швейцарию. Хотел бы я посмотреть на лицо нашего полковника. Он и так считает нас всех не вполне нормальными. А тут еще решил- Перестаньте! Было бы желание, отпуск вам устроит папа. Папа? И как он это объяснит? А это уже его забота. Ошибаетесь. Я не стану распространяться про офицерскую честь, про свои обязанности. И не нужно. Все это ерунда, выдуманная мужчинами ради собственной выгоды. Остановитесь, Лера! Извините. А вы представляли, во сколько должна обойтись такая поездка? Вы вообще задумывались, какое жалование получает простой поручик? Хотя, Что вам до этого? Причем тут ваше жалование? Вы приедете как наш гость, неужели папа допустит, чтобы вы несли хоть какие-нибудь расходы? знаете, мне начинает казаться, что ваш папа пытается меня усыновить. Я никогда не воспользуюсь чужими деньгами. Я младший офицер и буду жить так, как мне положено, и так, как мне по карману. Банальная щепетильность, как в опере. Итак, вы не хотите приехать? Лера, я не сказал, я не хочу. Я ясно дал понять, почему я не могу этого сделать. Даже если я вас попрошу? Если я вас очень попрошу? Не нужно, Лера. Это невозможно. Значит, за все 4 месяца вы не найдете времени навестить нас. Ладно же. Не хотите, не надо. Только вот что. Ответьте мне еще на один вопрос, только откровенно. Согласны? Согласен. А я вам не верю. Давайте так. Раз вы уж здесь бравировали своей офицерской честью, так вот ею и поклянитесь, что скажете правду. Ну, раз вы настаиваете, Я жду. хорошо, клянусь. А зачем вы вообще сюда ходите? Ну, это же так просто. Просто так отвечайте. Ну, не знаю. Может быть, вы ждете от меня другого ответа, но мне просто нравится бывать здесь. Нравится ваш дом, все вы, и потом. Мне кажется, что мое присутствие кому-то Кому-то, чем-то. чем-то. Не безразлично. Мне. Да. Мне кажется, что когда мы сидим с вами, болтаем, играем в шахматы, вам становится чуточку легче, не так одиноко. Скучно же целыми днями сидеть со своими. Наконец-то. Наконец-то вы сказали правду. Вы жалеете меня. Вы приходите сюда навещать страдающую больную. А я запрещаю вам. Вы слышите, запрещаю жалеть меня и приносить мне жертвы. Мне надоели ваши слезливые взгляды, ваша тактичная болтовня. Уж как-нибудь справлюсь с собой сама. А если станет невмоготу? Вот, смотрите. Идемте. Здесь 3, почти 4 этажа, а внизу каменные плиты. И этого вполне достаточно. И не нужно никакого нового метода. Мгновение из вашей постылой жалости будет покончено. Лера, что вы? Лера! Тогда всем станет хорошо. Отец избавится от постоянного кошмара. Нина получит приданное и выйдет замуж. А вы? Ну, вам я и так безразлична. Вот видите, как все легко. Стоит только чуть-чуть наклониться. Лера, не нужно.
Прочь отсюда, бесчувственный человек. Прошу прощения, господин поручик. Я не знал, что вы так быстро уйдете. Да. Прошу. Александр Николаевич, вы мне нужны. Пойдемте со мной. Это ужасно. Она говорила о смерти, о самоубийстве. В чем-то меня обвиняла, но я-то ни в чем не виноват. Тише, прошу вас, тише. Потом прогнала, как шелудивого пса. Я больше никогда сюда не приду. Умоляю вас, будьте милосердны, Бог вас даст вам. Простите, что я просила прийти вас сюда. То, что было сейчас там, наверху, это отвратительно. И я хочу, чтобы вы знали, что я это тоже понимаю. Простите меня, пожалуйста. Да-да, конечно. Сядьте. Нет, не сюда. Поближе. Это все закат. Ненавижу его. Небо красное, как кровь. Душу тревожит. Я совершенно не сознавала, что делала, что говорила. Но вы ведь простите меня. Вы ведь не будете сердиться? Конечно. Благодарю вас. Я так надеялась на это. Мне сейчас уже намного лучше. Прошу вас, не уходите. Посидите со мной еще немножко. Лера, вам нужно уснуть. Но я не хочу спать. А вы придете к нам завтра? Придете, как приходили всегда? Приду. Вы добрый. А я виновата перед вами. Господи, как это было мерзко. Лера, вы успокойтесь. Вам нужно отдохнуть. Я хочу, если вам это не противно, поцелуйте меня. Ведь это же можно между друзьями. Не так. А теперь уходи.
Тише, умоляю вас, тише. Она слышит через стены. Только что в спальне она пыталась. Молчите. Я знаю, вы не любите ее, не можете и не хотите любить. Но уже поздно. Она любит вас безумно, безоглядно и готова на все. Не спрашивайте меня, что делать, я не знаю. Но оставить ее вы не имеете права, она погибнет. Ну, я не... Я тоже люблю вас. Но Бог решил иначе. Несчастье оправдывает ее. Прощайте. Впрочем, до завтра мы ждем вас, как всегда, в 5. Ну, подожди. Я знаю, зачем ты здесь. Тебе обещали приданое? Какой ценой? Тебе не понять. Никогда не понять. А приданное, пускай она думает так. Я прощаю. Я прощаю ей все. Прости, мой любимый, прости. Я осознаю, что парализованная калека не может, не смеет рассчитывать на твою любовь. Я поклялась себе хранить молчание, пока не вылечусь, не стану нормальной девушкой, как другие, достойной тебя, любовь моя. Но ты ведь сам вселил в меня уверенность, что мне недолго еще оставаться неподвижной и жалкой. По распорядку. И я забыла все. Забыла свои проклятые ноги. Ты был рядом со мной. И мне показалось, что я здорова. И все позади. Мы можем любить друг друга. Прости, мой милый. Прости меня. Я так давно, так мучительно тоскую. Умоляю, не бойся моей любви. Не лишай последней надежды истерзанное сердце. Без тебя только боль и отчаяние. Ответь мне. Пусть несколько слов, пусть одно слово. Только дай мне знать, что я не противна тебе, что не отвергаешь. Не оставляй меня, я не вынесу этого. Если кроме отчаяния и стыда мне суждено твое презрение, тогда остается только один путь. Тогда остается только один путь. Ты знаешь, какой? Поручик, я не понимаю, где ваши люди, где эскадрон? Почему они разбрелись, как бараны? Эскадрон! Отставить, поручик! Смотреть на меня, когда вы разговариваете со мной. Что вы читаете там? Позвольте полюбопытствовать. Может быть, это тактика легкой кавалерии в наступлении? Никак нет, господин полковник. А что? Ваше высокоблагородие! Отставить! Это касается только меня. Только вас? Может быть, это любовная чушь накануне полкового смотра? Поручик, вы такой же болван, как и все ваши люди. А ну, марш с глаз моих долой, чтобы я вас не видел! Слушаю, господин полковник. Рысье! Марш! Тихо. Тихо, мальчик, тихо. Ну, папа шутит, папа. Глупости. Нашел на кого обижаться. Оставь, Мить, все решено. Я прошу тебя, передай мой рапорт полковнику, я не хочу с ним встречаться. И не подумаю. Если каждый начнет подавать в отставку только потому, что его назвали болваном, армия прекратит свое существование. Терпение, друг. Год-другой. Из болванов тебя переведут в ослы. Из ослов в штабные крысы. Да. Что смотришь? И тогда уже только сам генерал назовет тебя дураком набитым. Кстати, а на что ты собираешься жить? Насколько я знаю, на здоровье твоя тетушка не жалуется. Так что здравствуй, потертый сюртук чиновника 13-го разряда. Поздравляю. Не твое дело. А знаешь, Саша, полковник не так уж и не прав. Митя! Да брось ты. Пойдем лучше выпьем. Лист, ваше благородие.
Наверное, я многого требую от вас и многого жду, но ведь это простительно тем, кто любит так, как люблю вас я. Передашь мой рапорт полковнику. Что ж, юноша, торопись по путям сердца своего. А мы доложим, что у тебя захворала самая любимая тетушка. Завтра, господин поручик. Прошение об отставке принимает их благородие штабс-капитан Щусев. А их сегодня уже не будет. Вы позволите оставить? Оставьте. К доктору. Проходите. Да. Началось что-то серьезное. Я не буду зажигать свет. Ужасно болят глаза. Итак. Я не знаю, с чего начать. Ну, с того, что болит. Вы же пришли к врачу. Только покороче. Я действительно умираю от голода и усталости. Браво, поручик, отлично. Только вы не по адресу обратились. Я специалист по общим болезням, а здесь нужен психиатр. Отговорить женщину от страсти, все равно, что сказать, лихорадка не лихорадь или огонь не гори. Если бы вы знали, с какой я радостью отговорил бы ее от любви к вам, но, к сожалению, дело не в вас. Не в вас. Ну, кто-то, в конце концов, должен ей объяснить. Что объяснить? Будьте добры выражаться точнее. Я хочу сказать, что это безнадежно. Вы понимаете, это абсурдно. Вы мне надоели. Если бы на вас не было этих военных погремушек, я бы окончательно решил, что передо мной сидит очумевшая от страха девица. Да сядьте! Недовежливо сейчас речь идет о жизни и смерти сильного, гордого человека, мужественного в своем страшном горе и не безразличного мне. Вы желаете, чтобы я ей сказал, что любовь для нее табу?
Что парализованной калеке нечего соваться в эту самую естественную область человеческой жизни? Но я-то не виноват! Да при чем здесь вы? Пришло ее время, понимаете? Ее время любить. И в этот момент подвернулись вы. С вашими черными глазами, чувственными губами, этими самыми шпорами. Значит, только в этом моя вина. Не в этом. Но вы помните наш разговор о сострадании в вашем доме? И те обязательства, которые вы на себя взяли? Я их не нарушил. Пока не нарушили, но дело пошло дальше. И это следовало ожидать. И принимая решение, вы должны были, обязаны были об этом подумать. Слишком много вы от меня хотите. Вот в этом вы правы. Слушайте, а вы же приехали сюда не для того, чтобы показать мне письма Леры. Да. Да, для этого есть еще одно важное обстоятельство. Знаете, что вы не смогли потом, как это водится у чувствительных господ, обмануть вашу совесть, я скажу вам прямо. Ваше бегство в такой критический момент равносильно подлому преступлению по отношению к невинному человеку. Точнее говоря, убийству. Да, после такого признания быть отвергнутой, да здоровая женщина этого бы не вынесла. Тем более, что это вы одурманили ее надеждой на выздоровление. Теперь бежать! Но я не смогу. Понимаете? Я не выдержу. Чего вы не выдержите? Это вас чем так пугает любовь несчастной девушки? Ведь она красивая. Так. Вам внушает отвращение ее физический недостаток? Нет. Она вам даже нравится. Она умна, начитана. Аж собой. Ведь так. Ну, положим, но я не думал об этом. А я вам скажу. В чем дело? Вы боитесь насмешек сослуживцев. Вас пугает то, что скажут о вас окружающие. Так? Это правда? Правда. Правда. Вероятно. Вот. Но вы не все знаете, господин Долин. Есть еще что-то, не позволяющее мне согласиться на ваши требования. Что же, если не секрет? Это секрет. Ну, у таких господ, как вы, все секреты вертятся вокруг женщин. Ну, так и кто она? Это ваша жгучая тайна. Это не ваше дело. Я угадал суть. Хотите, угадаю предмет? Пари на ваше недельное жалование. Я прошу вас оставить этот тон! Вы разговариваете с мужчиной и с офицером, и я не позволю! Виноват. Уходите, уходите. Маша. Будь прокляты эти больные ни дня, ни ночи. Оставьте вы его в покое. Слышите, что я вам говорю? Уходите. Уходите. Прием завтра с 2. Конечно, конечно, сударыня. Помилосердствуйте. Дайте вы ему отдохнуть. Оставьте в покое. Он целый день на ногах. Маша, это очень мило, что ты меня защищаешь от моих пациентов. Ну, ты же не ужинал. Иду. Если готов, вели накрывать. Простите еще раз, я действительно виноват. Я перешел границы. Простите, но когда речь идет о жизни и смерти, всем громким словам грош цена. Вы молоды, красивы, еще наверстаете. Этого добра у вас будет с лихвой. Так подарите немного участия тому, кто без него погибнет.
Каждый знает предел своих сил. Вы меня переоцениваете. Я не смогу. Я вас не переоцениваю. Да что от вас потребуется? До начала нового курса всего 8 дней. Вот на эти 8 дней, всего 8 дней вы мне нужны. А потом? А дальнейшее вас не касается. Будьте мужчиной. Подарите бедной девочке 8 дней счастья. Хорошо, будь по-вашему. Что делать с рапортом? Не знаю. Порвите. Как? Порвите. Отлично. Я вам верю. Мне холодно. Мне тоже. Замечательно, великолепно. Вы кудесник, Благодарю. господин Милошевский. Я счастлива, что я вас слушала, господин Милошевский. Я так редко бываю на концертах. Вы действительно были в Америке? Вы знаете, да, буквально месяц, как вернулся оттуда. А что там играют? Какие-нибудь негритянские танцы, наверное? Ну, вообще разную музыку играют. Ну, и эту, конечно, в том числе. А сыграйте нам что-нибудь американское. С удовольствием. Я, кстати, знал, что вам будет интересно. Я кое-что приготовил. Это вообще духовная музыка, ее играют в церквях, но в том числе на нее перекладывают молитвы. У них это там по-английски называется spirituals. Простите, к вам посетитель. Кто? Из судебного приказа. Иду. Вы? Что вам нужно? Господин Стаховский, позвольте вам засвидетельствовать мою... Ближе к делу. Зачем вы пришли? Так ж по делу и пришел. У нас, видите ли, новшество в ведомстве. Новый прокурор, новая метла, как говорится. Ну, изволит ворошить прошлое. Кое-какие дела на доследование отправляет. Ваши именно дельцы в том числе. Тише вы. Не так громко. Так что же, у вас же все одно, рояль. Говорите. И побыстрее, у меня гости.
Что ж, извольте, можно побыстрее. То самое дело о подлоге купчей наименее госпожи Коляшцевой. Мерзавец! Сколько денег выдаю. Богом клялся, что дело закроют. Ведь клялся, негодяй. Ну, клялся. Так то ж было при прежнем прокуроре. Он нынешнему не указ. Да что, доследование и новый суд? Это невозможно. С вашим-то умом, да с вашими деньгами. Но суд, проклятие. Сейчас это невозможно, как никогда. Ну что же я могу? Прекратить, закрыть, будь ты проклят. Закрыть не получится. А вот оттянуть, так сказать, подменить очередность. Полгода и 10 тысяч твои. Господин Стаховский. На месяц бы оттянуть. И уж точно, ну никак не меньше, чем за 20. Я, между прочим, рискую. Мне мое место, видите ли, терять тоже не резон. Черт с тобой. Но месяц верный? Уж куда вернее, господин Стаховский, куда вернее. Браво. Благодарю вас. Что? Вы были очень любезны. Хочу тебе кое-что показать. Что? Сейчас сама все увидишь. Предложение. Не знаю. Время от времени давать. Я ведь, как все концертирующие музыканты, много разъезжаю. Возможно, такой человек, как вы, могли бы Что там? вернуть Смотри. ее к Ну, музыке. хорошо, я подумаю. Девочка до своей болезни делала большие успехи. Расцвел. Пьяна, но потом А я утром и не заметила. интерес. Вы понимаете? Дорогая моя. Господа, к нам Александр Николаевич.